Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире. И давайте по порядку пройдемся по самым важным новостям на данную секунду. Начну с новости. В Германии кардинально меняются рейтинги политических партий. Прошло, друзья, всего лишь чуть больше месяца с момента парламентских выборов в Германии, которые, как вы знаете, принесли исторический результат. Партия «Альтернатива для Германии» во главе с Алис Вадель и Тина Хрупала. Однако последние соцопросы показывают, что партия продолжает стремительно набирать популярность и приближается к лидерам гонки. Интересно, что одновременно с этим падает и поддержка традиционных партий, а левые также заметно укрепляют свои позиции. Согласно новому опросу YouGov, разрыв между АФД и ведущей консервативной партией Германии, то есть блоком ХДС-ХСС, который возглавляет Фридрих Мерц, сократился до минимума. Если бы выборы проводились сейчас, то были бы такие результаты. ХДС-ХСС получили бы 26% поддержки, АФД 24%, СДП, Социал-демократическая партия Германии 15%, Зеленые 12%, Левые 10%, Блок Сары Вагенкнехт 5% и Свободно-демократическая партия всего лишь 3%. А теперь смотрите на экран на действующие показатели, а я вам для сравнения зачитаю результаты, которые были на выборах 23 февраля месяц назад. ХДС, ХСС собрали тогда 28,5% голосов, АФД заняла второе место с 20,8%, СДПГ получила 16,4%, Зеленые 11,6%, Левые 8,8%, Союз Сары Вагенкнехт не смог пройти в парламент, набрав чуть меньше 5%. ФДП также не прошла в Бундестаг, получив тогда 4,3%. Таким образом, друзья, текущая динамика показывает падение позиций традиционных партий, особенно СДПГ и ХДС-ХСС, а также рост правых и левых оппозиционных сил. Одним из главных феноменов этих выборов стала неожиданная популярность альтернативы для Германии АФД, которая, несмотря на критику со стороны политического истеблишмента, продолжает наращивать свой электорат. Причины такого успеха разнообразны, но среди них можно выделить разочарование немцев в действующей власти, рост проблем в экономике, недовольство миграционной политикой, а также стремление к радикальным переменам. Другой интересный тренд – это восстановление позиций левых, которые набрали 10% против 8,8% голосов на выборах. Это говорит о том, что избиратели с левыми взглядами либо разочаровались в зеленых и СДПГ, либо боятся усиления правых и хотят укрепить позиции социалистов. Свободные демократы оказались вообще в глубоком кризисе. На выборах партия не смогла тогда преодолеть 5% барьер, а теперь ее поддержка продолжает снижаться, достигнув всего лишь 3%. Это еще одно подтверждение того, что либеральная политика в Германии перестает быть популярной, а избиратели делают ставку либо на консерваторов, либо на радикалов. Еще одна драматическая ситуация сложилась вокруг блока Сары Вагенкнехт, который едва не прошел в парламент на выборах. Сейчас партия балансирует на грани прохождения 5% по данным YouGov, и ее будущее остается неопределенным. И теперь возникает вопрос, а сможет ли коалиция с Фридрихом Мерцем изменить данную ситуацию? Сейчас ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии ведут сложные коалиционные переговоры, однако вероятность, что это изменит общественное мнение, остается низкой. Судя по опросу, немцы в целом не верят, что новая правящая коалиция сможет улучшить их жизнь. Например, 30% считают, что при черно-красном правительстве их жизненные условия ухудшатся. 49% уверены, что ничего не изменится, и только 9% надеются на положительные перемены. Эти пессимистические настроения говорят о глубоком разочаровании в политической системе, что может еще больше усилить позиции оппозиции в ближайшие месяцы. Еще, друзья, хочу проанализировать для вас следующую важную новость. Вопрос состоит в том, как Европейский Союз должен реагировать на введение 25% пошлин на автомобили, который объявил Дональд Трамп. Европейский Союз расценивает такой шаг Соединенных Штатов Америки как предательство со стороны союзника. И возникает вопрос, а должен ли Брюссель пригрозить ответными мерами или же искать компромисс через переговоры? В этом вопросе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии едины во мнении,
разговор с Соединенными Штатами необходим. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что несмотря на обострение торгового конфликта между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, Брюссель продолжает искать дипломатические пути решения. В своем обращении она подчеркнула, что Европейский Союз, как крупнейший торговый блок в мире, должен выступать единым фронтом и защищать интересы своих рабочих, предприятий и потребителей во всех 27 странах-членах. Однако, несмотря на стремление к переговорам, Евросоюз не намерен уступать без борьбы. По словам фон дер Ляйен, ЕС будет тщательно анализировать ситуацию, следить за будущими решениями администрации США и готовиться к возможным ответным мерам. Чтобы вы понимали, друзья, объявленные Дональдом Трампом пошлины в размере 25% затронут абсолютно все автомобили, которые импортируются в Соединенные Штаты Америки, но не коснутся тех, что производится внутри страны, то есть внутри США. Это означает, что европейские автоконцерны, не имеющие заводов в Соединенных Штатах Америки, окажутся в невыгодном положении. Как вы понимаете, особенно пострадают немецкие производители, такие как Audi, Porsche, которые пока не имеют мощностей в Америке. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на европейские автомобили для американских потребителей, падению спроса и, как следствие, финансовым потерям для автопрома Германии. Фон дер Ляйен напомнила, что автомобильная промышленность Европы и Соединенных Штатов глубоко интегрирована, формируя единые цепочки поставок, обеспечивая рабочие места и способствует развитию технологий. Она подчеркнула, цитата, «Торговые пошлины вредны не только для европейских компаний, но и для самих американцев. Введенные новые барьеры – это удар и по бизнесу, и по потребителям по обе стороны Атлантики». Многие немецкие политики настаивают на жесткой и единой реакции со стороны всего Европейского Союза. Так, представитель Христианско-демократического союза по внешней политике Армин Лашет в интервью ЦДФ заявил, цитата, «Ответ может быть только общеевропейским, поскольку внешняя торговля находится в компетенции ЕС. Мы должны реагировать с полной силой, защищая интересы нашего огромного внутреннего рынка». По его словам, Европейский Союз должен действовать по стратегии двойного давления, то есть угрожать ответными пошлинами, которые реально ударят по экономике Соединенных Штатов Америки, но при этом сохранять возможность переговоров. Норберт Рёттен, один из ведущих политиков ХДС и эксперт по внешней политике, в интервью телеканалу ЦДФ выразил уверенность, что объявление Трампом о новых пошлинах стало ничем иным, как тактическим отвлекающим маневром. По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы отвести внимание общественности от скандала, который связан с перепиской министра обороны Соединенных Штатов Америки и нескольких ключевых членов Кабинета министров. Рёттген подчеркивает, что эти действия ясно демонстрируют, насколько сильное давление испытывает администрация Дональда Трампа. По его словам, цитата, «Этот маневр ясно показывает, насколько Трамп и его правительство оказались загнаны в угол. Они пытаются сменить фокус внимания с внутренних проблем на международный конфликт». В ответ на новые пошлины США Рёттген призвал правительство Германии не поддаваться на провокации и действовать хладнокровно, уверенно и стратегически выверенно. Он подчеркнул, что важно сохранять единство внутри Европейского Союза и вести диалог с будущим канцлером Германии, то есть с Фридрихом Мерцем, чтобы сформулировать взвешенный и сильный европейский ответ. Его цитата: «Реакция должна быть суверенной, без паники, но с четким сигналом. Европа готова ответить, и здесь критически важна наша сплоченность. Я ожидаю от Европейского Союза целенаправленные и умеренные ответные санкции, которые покажут, что у нас есть инструмент влияния, но мы не стремимся к эскалации». Также президент Союза немецкой автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер в интервью газете Bild назвала заявление Трампа фатальным сигналом для свободной и прозрачной мировой торговли. Она напомнила, что в первую каденцию Трампа Европе удалось после долгих и напряженных переговоров найти компромисс, который помог избежать того масштабного торгового конфликта. По ее словам, это доказывает, что дипломатия может принести результат, если обе стороны готовы учитывать взаимные интересы. Цитата. «ЕС должен действовать сплоченно и с позиции силы. Одновременно мы должны демонстрировать готовность к переговорам, потому что через диалог можно избежать полномасштабной торговой войны».
И, друзья, далее хочу сообщить вам, что ситуация на фронте и дипломатическом уровне продолжает накаляться, и в последние часы появились новые важные заявления, которые касаются войны между Россией и Украиной. Прежде всего, южнокорейское военное руководство сообщило о новом этапе северокорейской поддержки России. Согласно их данным, Северная Корея отправила сейчас не менее 3000 дополнительных солдат для участия в войне на стороне России. Это произошло на фоне усиления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, которое в последние месяцы вызвало тревогу на Западе. Хочу, друзья, напомнить, что еще осенью прошлого года Северная Корея направила около 11 тысяч военнослужащих в российский регион вблизи Курска. Тогда это было воспринято как серьезный шаг по углублению военного альянса между двумя странами. Южнокорейская разведка впервые заподозрила вторую волну мобилизации севернокорейских войск в феврале этого года. Однако на тот момент было неясно, насколько крупномасштабным окажется это развертывание. Теперь же, по данным южнокорейских аналитиков, Северная Корея все-таки продолжает увеличивать свое военное присутствие в России, что может усилить конфликт и затруднить его разрешение. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам Америки и западным союзникам с призывом не ослаблять давление на Россию. Он предостерег, что некоторые недавние заявления из Вашингтона могут сыграть на руку Кремлю и тем самым ослабить поддержку Украины. Выступая в Париже перед группой европейских журналистов, Зеленский подчеркнул, что позиция Запада сейчас играет ключевую роль. Он предупредил, что размытые сигналы со стороны США не приближают конфликт к решению, а наоборот дают России пространство для маневра. Цитата: «Это не приближает нас к миру в самом крупном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны», заявил Зеленский. Особенно жесткую критику украинский президент направил в адрес Стива Виткофа, назначенного специальным представителем США президентом Дональдом Трампом. По словам Зеленского, Витков слишком часто повторяет кремлевские нарративы, что серьезно подрывает позицию Украины на международной арене. Хотя Зеленский снова поблагодарил США за военную и финансовую поддержку, он подчеркнул, что Вашингтон в некоторых моментах поддается влиянию российской трактовки конфликта. Цитата: «Заявление Виткофа – это большая проблема для нас», заявил Зеленский. Президент Украины также отметил, что лично обсуждал ситуацию с Дональдом Трампом и активно работает с американской разведкой, чтобы передавать реальную информацию о войне и противодействовать дезинформации, распространяемой Кремлем. По словам Зеленского, его диалог с Трампом продолжается, но некоторые официальные представители Соединенных Штатов Америки, включая Виткофа, создают препятствия для этого взаимодействия. Друзья, мы разобрали самые горячие и значимые события, которые могут повлиять на будущее Германии, Европы и всего мира. А что вы думаете о взлете рейтингов альтернативы для Германии и падении Фридриха Мерца? Что будет с немецким кризисом автопрома из-за пошлин Трампа? И верите ли вы в быстрое окончание войны Украины и России? Напишите в комментариях свое мнение. Спасибо за просмотр и хороших вам новостей.